Привет всем, и меня зовут Страх. Страх любого инвестора. Покупать сейчас или потом? Сейчас дорого или дешево? А стоит ли вообще покупать? Мне страшно, и поэтому я решил честно поговорить. Хотя мне это не свойственно. Просто я знаю, что я в итоге куплю на эмоциях, а потом очень горько пожалею. Потому что здесь продается красивая картинка, и все такое замечательное. Но я-то потом знаю, что это потом все получится как в рилсах. Ожидание, реальность. Ну, я скажу так, покупка недвижимости на Пхукете, в Таиланде, это все-таки покупка все равно эмоций. В любом случае, тебе же понравилось, ты же хочешь здесь купить, ты хочешь сюда приезжать, ты хочешь привозить сюда свою семью, правда? Вот, поэтому то, что это эмоциональная покупка, я думаю, это окей. Главное это рассчитывать. То есть ты понимаешь, вот у тебя какой бюджет есть, вот это ты готов вложить, вот это ты, например, возьмешь у нескольких застройщиков ипотеку еще на там 1, 3, либо 5 лет. Ну, то есть ты исходишь из своего бюджета. А то, что это эмоциональная покупка, я считаю, это вообще не проблема. Ты же хочешь здесь купить, ты же хочешь здесь жить. Это все, весь этот Пхукет, вся эта недвижимость, это все пузырь. Слушай, наверное, я скажу так, у каждого своя правда. То, что на Пхукете пузырь, я, допустим, это не ощущаю, потому что у меня есть управляющая компания, следовательно, мы сдаем, мы видим наших клиентов, которые приезжают из года в год, они с нами останавливаются, мы берем новые объекты в управление, и они ездят также в новые локации. Поэтому по поводу количества строек, которые выходят, да, это, скажем так, колоссальное количество. Ты прав. Это колоссальное количество, но, с другой стороны, приходят сюда и безумно крутые проекты, огромные проекты. Не то, что это уже выстраиваются настоящие районы. И в этом случае у тебя есть выбор. Хочешь, покупай около моря 200 метров от моря. Хочешь, покупай хоть, не знаю, 7 километров от моря, но зато это будет прямо поселок, где у тебя будет школа, там же у тебя будет вилла с бассейном, там же у тебя торговые площади. В общем, безопасно. Поэтому здесь у тебя огромный выбор. А то, что проектов много, поздравляю, у тебя больше выбора. Я, если честно, вообще не вижу никакой разницы. Они для меня все одинаковые. Все белые, все с зеленью, все эко, под эко. У всех вода одинаковая, везде бассейны. Все локации хорошие, Камала хорошая, и Бангтау хороший, и Найхан хороший. Все везде хорошие. Вот мне кажется, они вообще все одинаковые, как будто маркетолог их рисовал так, что рисовал, а потом просто продал, и все купили, и потом Да, вот ты всё права. абсолютно одинаково. у На всех. самом деле ты права, потому что если мы говорим про проекты на Пхукете, то они все, в принципе, хотят быть экологичными, современными. И да, согласна, Ну да. внешне они иногда Ну да. похожи друг на друга. Это правда. Но с другой стороны, застройщики понимают, что они плюс-минус как бы выглядят одинаково, и поэтому они хотят отличаться. Ну да. И как они отличаются? Они отличаются технологиями, они отличаются внутренней инфраструктурой. И в конце концов, если ты не можешь выбрать, то ты просто смотришь на историю застройщика. Сколько проектов он построил, как он управляет этими проектами, в каких локациях у него проект. И уже исходя из этого, ты можешь сделать выбор. Или спросить меня, как сделать правильный выбор. А что касается моего внешнего вида, то кто решил, что страх — это что-то маленькое, забитое, такое скукошенное, вот такое вот слабое? Нет, на самом деле страх, который сдерживает нас от покупок, и я не говорю только про недвижимость, от каких-то больших вложений, от шага к лучшей жизни, он всегда на самом деле крепкий, он уверенный в себе, он знает, что он вас защищает, и он тут очень надолго. Не бойтесь и делайте первые шаги. А если вы хотите купить недвижимость на Пхукете, то все контакты внизу, и я помогу вам преодолеть ваш страх.